Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Спорт с Вадимом. Мы с вами продолжаем рубрику «Легенды спорта и боевых искусств». В сегодняшнем выпуске мы поговорим о биографии Моэхея Уэсибы. Погнали! Моэхей Уэсиба, создатель боевого искусства айкидо, родился в городе Данабе в Японии 14 декабря 1883 года. Также известен как основатель или великий учитель. Моэхей Уэсиба был старшим из 4 детей в семье. Его отец был крестьянином, а мать принадлежала к знатной семье Итокавы. В возрасте 7 лет он начал изучать конфуцианство и буддистскую письменность. В 1902 году Уэсиба отправился в Токио и стал продавать письменные принадлежности и школьные товары в торговом районе Нихонбаси. В то же время он начал заниматься джиу-джитсу и кэнцюцу. В 1903 году Уэсиба записался добровольцем в армию, для чего путем упражнений на выдержку увеличил свой рост до минимально необходимого 157,5 см. Принимал участие в русско-японской войне. В 1907 году Моэхей покинул армию. В 1912 году по призыву правительства Уэсиба переехал на остров Хоккайдо на освоение незаселенных земель. Благодаря своему образцовому самообладанию и самоотверженной работе на благо общины, он вскоре становится ее лидером и получает у поселенцев титул короля Сиратаки, одной из провинций Хоккайдо. В 1915 году на Хоккайдо Уэсиба при посредничестве Катаро Йосиды был представлен Цукаку Такэде, мастеру Тайдарю Айкицуцуцу, и стал его учеником. Эта встреча имела важнейшее значение для будущего развития техники айкидо. Последующие 5 лет он учился у этого мастера и получил степень Кёцю-Тай-И. Обладатель этой степени должен был на высоком уровне владеть 348 техниками. В 1919 году Уэсиба теряет своего отца и 2 маленьких сыновей. В этом же году он переезжает в Аяби, центр нового религиозного учения Омо-Токё. Там он знакомится с создателем религии Омо-Токё Онисапуро Текути. Моэхея Уэсибу покорило учение Онисапуро Текути, который проповедовал, что мир и гармония на земле могут быть созданы только любовью, терпимостью и добром человека. С этого времени напряженные физические тренировки Моэхея Уэсибы дополняются усиленными упражнениями в медитации. В том же году он открывает свое первое додзё в пристройке дома. Первыми его учениками становятся последователи Омо-Токё. Слава о нем, как о мастере боевых искусств, быстро распространяется. Вскоре его учениками становятся моряки с ближайшей военной базы. Будучи мастером Тайдарю Айкицуцуцу, Уэсиба накапливал опыт ведения тренировок. Появлялись собственные методики и наработки. Именно в это время рождается начальная форма айкидо. В 1921 году у Уэсибы рождается сын Кисюмару, который впоследствии стал вторым Тосю. В 1922 году в Аябе приехал учитель Уэсибы Цукаку Такэде. На протяжении 6 месяцев он проводил тренировки и перед своим отъездом выдавал Уэсибе инструкторский сертификат. В том же году Моэхей Уэсиба впервые назвал свою борьбу Айги-Будо. В
1924 году Уэсиба принял участие в авантюре Онисабуро Текути «Великий поход» на запад в поисках Шамбалы. Один из создателей секты Элики Омотокё вдруг почувствовал в себе аватар Будды Мироку, собрал группу добровольцев вместе с Уэсибой и Онисабуро, сев на белого коня, повел группу во внутреннюю Монголию. Но путешественников в скорости арестовали, посчитав японскими шпионами, и даже успели приговорить к смерти. Только заступничество властей Японии вернуло им свободу. В этом путешествии у Марихэй Уэсибы впервые проявляются паранормальные способности – ситхи. Кроме известного уворачивания от пуль и меча, Уэсиба обладал способностью предсказывать будущее. По возвращении из бесславного похода Марихэй стал усиленно тренироваться в боевых и духовных практиках, надолго уходя в горы Куману. Он часто принимал обряд мисоки, очищение тела и духа под холодным горным водопадом, падающим прямо на макушку. Некоторые последователи утверждали, что в горах Куману Уэсиба тренировался под руководством свирепого духа, воронообразного черта Тенку. В результате столь строгой тренировки весной 1925 года Уэсиба достиг просветления Сатори. В 1932 году под патронажем и покровительством Омотокё Уэсиба открыл и возглавил общество продвижения и поддержки боевых искусств в Японии Тай Ниппон Будо Сёнюкай. Основными учениками были члены народной милиции Омотокё. Примерно в эти же годы Уэсиба задумался о преемнике. Уэсиба стал решать вопрос преемника в стиле учения Омотокё. То есть преемником становится муж дочери, при этом зять усыновляется. Так и Уэсиба для своей дочери Мацуко нашел жениха среди учеников, мастера кендо Киёси Накакуру. В Кобукане у Уэсибы была также основана школа кендо, преподавателем в которой и был зять Накакура. Его Марихэй усыновил и дал свою фамилию Уэсиба. Однако через несколько лет произошел развод, и Киёси Накакура покинул Уэсибу, став обладателем 9-го дана по кендо и иайдо. В 1936 году Уэсиба открыл собственную школу в Токио с поддержкой Онисабуро Текути. В 1942 году айкидо было переименовано Уэсибой в айкидо. Вторая мировая война и гонение милитаристского правительства Японии на Омотокё повлияли на выбор Марихэя. Уэсиба видел айкидо, содержащее гармонию и любовь, как средство для объединения всех людей в мире. Как ему и проповедовали в Омотокё, духовные постулаты которого и легли в основу философии айкидо, пути гармонии и любви. В этом же году Уэсиба переехал в город Ивама, префектуры Ибараки. Там он строил Тотсё и храм Айки. Один из биографов утверждает, что это было выражением протеста против власти военных. Возможно, это также было связано с преследованием религиозного движения Омотокё, японской военной полиции Кэмбэйдай, аналога Гестапо. Онисабуро Текути и множество других были арестованы. Храмы Омотокё в Аяпе и Камэоке разрушены. От ареста Уэсибу спасло заступничество высокопоставленных учеников. После Второй мировой войны Уэсиба вернулся в Токио и открыл Тотсё в районе Вакаямы. В 1950 году Уэсиба путешествовал по Японии и преподавал айкидо. Умер мастер 26 апреля 1969 года в возрасте 85 лет.
У меня на этом все. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и группу ВКонтакте. Ставьте лайки, пишите в комментариях, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был канал Спорт с Вадимом. Всем пока!